Всем привет с Карловарских задворок. А мы не просто на задворках. Мы пришли... Это парковка. Это парковка, потому что мы пришли в один замок, который находится в Карловых Варах. Когда-то в этом замке жил злодей и разбойник. Но прошло много веков, и сейчас в этом замке живет сказка. Я уже в одном из своих видео рассказывала об этом месте. Это рождественский дом в Карловых Варах. И мы сейчас в этот рождественский дом сходим. Все, посетили мы замок Доуби. Замок Доуби называется вот это место. Я о нем уже рассказывала в одном из своих роликов. Ну, и еще раз хочется повторить. Сюда нужно приходить скорее, конечно, не 14 декабря, как сделали мы, за 10 дней до праздника, а в ноябре скорее, когда здесь никого нет. Можно спокойно себе выбрать игрушечки. Ну, мы выбрали, конечно, но очередь, чтобы попасть в магазин с игрушками. Очередь нужно стоять. В кафе мало мест, выпить кофе. И толпа людей. В общем, вот такие дела. Ну, а мы едем дальше. Мы едем в одно место, где мы сегодня проведем ночь. Это тоже в Карловых Варах. Точнее, за Карловыми Варами. Еще мы сегодня погуляем по рождественским Карловым Варам. И пока мы едем в то место, а это место заслуживает внимания, там, где мы будем сегодня ночевать, я хочу вам еще рассказать историю о дочери великого короля. Короля какого? Ну, конечно же, того, который основал этот замечательный город Карловы Вары. О дочери Карла IV. Итак, пока мы едем, вы посмотрите историю о дочери великого короля. Потом увидимся в очень красивом месте. В 1649 году по приказу Оливера Кромвеля все великолепные сокровища и регалии британской монархии были безжалостно уничтожены, отправлены на переплавку. Это символизировало свержение монархии в Англии, но лишь одной уникальной короне, воистину прекрасному творению готических ювелиров, удалось избежать этой печальной участи. Когда-то этот шедевр ювелирного мастерства привезла в Англию из Богемии дочь великого императора. Был в Чехии один король. При рождении он получил имя Вацлав, но потом был переименован и в историю вошел как император Священной Римской империи Карл IV. У Карла было 4 жены. Первая, красавица Бланка, умерла в возрасте 32 лет. Недолго горевал король и вскоре женился опять на Анне Пфальской. Но эта королева быстро сделала своего мужа опять вдовцом. И Карл женился опять на прекрасной принцессе Анне Свидницкой. Жену он просто обожал. Она родила ему наследника, и все было хорошо, ровно до тех пор, пока однажды любимая Анна не умерла родами.
Карл никого не хотел видеть и заперся в своем замке, глубоко скорбя о любимой жене. Тогда он еще не знал, что скоро опять будет счастливым мужем, и новая любимая жена, королева Элишка, 11 мая 1366 года подарит ему дочь. Девочку назвали Анной. В мировую историю эта принцесса войдет как Анна Богемская. Новорожденная принцесса была не первым ребенком короля. У Карла были дети от предыдущих браков. Дочь Екатерина, Елизавета, а также сын и будущий король Вацлав. На Вацлава отец чуть ли не молился, ведь это наследник Люксембургов, а Анна всего лишь дочь, причем одна из. Но, тем не менее, ее отец Карл IV был выдающимся политиком и дипломатом и всеми силами старался увеличить силу своего королевства и обрасти связями. Поэтому своим детям практически с рождения подыскивал правильную партию. Всех своих дочерей он выдавал замуж за нужных ему людей. Эта же участь ожидала и Анну. А еще вот что. Через 2 года после рождения Анны ее мать родила королю сына, названного Зигмундом. Потом еще одного и еще. Все бы ничего. Да вот только в такой многодетной семье обеспечить всех своих детей богатым наследством, пусть даже и великому императору, было сложно. Более того, по императорским меркам Карл IV не был сказочно богат. Вот так и получилось, что юная дочь короля была практически бесприданницей. Единственными ее достоинствами были приятная внешность и высокое положение дочери императора. Поэтому выбор жениха несколько усложнялся, ведь кому попало, принцессу не отдашь, а богатая и родовитая хотят приданного. А вот мать Анны, королева Элишка, была умной женщиной и дальновидной. Она понимала, что в череде наследников ее дочери отводится одно из последних мест. Поэтому приложила все усилия, чтобы Анна получила очень хорошее по тем временам образование. В общем, принцесса росла образованной девушкой. При этом она прекрасно танцевала, великолепно держалась в седле и, будучи дочерью своего отца, обладала неплохими дипломатическими задатками. Сам же Карл очень надеялся, что кто-нибудь из потенциальных женихов соблазнится этими качествами принцессы, и семейству удастся ее удачно выдать замуж. Но неизвестно, на как долго бы затянулись поиски жениха для дочери императора, если бы не Папа Римский. Времена тогда были неспокойные, и Папа Урбан VI всеми силами желал укрепить свою власть. Для этого ему нужны были сильные союзники. Укрепить его влияние могли правильные союзы детей императора. Старшие дочери уже были замужем, наследнику тоже невесту нашли. Вот тут-то и упал взгляд папы на Анну. В то время очень необходимым и для церкви, и для императора был союз с Англией. А правящий Англией король был не женат. И ладно бы этот король был старый и некрасивый, такому было бы проще предложить юную бесприданницу. Но нет, король был не просто красив, а считался одним из самых красивых королей Европы. Более того, он был молод. Вот так перед Папой Римским и папой принцессы стала задача принудить юного, богатого и очень красивого короля жениться на тоже юной, красивой и ужасно родовитой бесприданнице. 6 января 1367 года у сына английского короля Эдуарда Черного принца и его жены Джоанны Кентской родился сын, названный Ричардом. Мать новорожденного, по мнению современников, считалась невероятнейшей красавицей, за что и получила прозвище «Прекрасная дева Кента».
Ребенок у красавицы родился тоже очень красивым и обещал вырасти настоящим красавцем, что, собственно, и произошло. Англией тогда правил Эдуард III, который являлся родным дедушкой юному Ричарду. То есть красавец Ричард стоял в очереди на трон после отца. Но когда мальчику было 9 лет, очередь немного подвинулась, так как отец мальчика, Эдуард, Черный принц, умер, а спустя год умер и дед. Вот так, в 10-летнем возрасте красивый мальчик по имени Ричард стал королем Англии, Ричардом II Плантагенетом. Но так как королю на момент вступления на престол было всего 10 лет, то опекуном при нем выступала его мать, красавица Джоанна. А управление королевством на себя взял Регенский совет. Первым делом Джоанна занялась поисками невесты для сына, ведь она прекрасно понимала, что для пущего укрепления власти мальчику нужны сильные союзники и здоровые наследники. И начались поиски невесты. Кандидаток нашлось сразу много, но самыми яркими из них были 2. Первая – дочь правителя Милана, Катерина Висконти. За ней давали огромное приданное, плюс она была чудо как хороша. А второй была дочь императора Карла IV. Приданного за ней не давали, да и внешность ее уступала Катерине из Милана. Казалось бы, выбор очевиден. Богатая красавица против симпатичной бесприданницы. И, возможно, бы чаша весов склонилась в пользу первой, если бы не папа Римский. Ведь все дело в том, что в то время в Европе произошел церковный раскол. У католической церкви появилось 2 папы. Соперника Урбана VI, папу Климента, поддерживали французы. Сам Урбан же нашел защиту у императора Священной Римской империи. И, конечно, папе Урбану хотелось заполучить в союзники еще и Англию. Поэтому понтифик всеми силами начал убеждать и короля, и его мать, что жениться нужно только на Анне. При этом он привел очень убедительные доводы. Да, женившись на Анне, он не получит богатого приданного, территории, денег, однако английские купцы в этом случае смогли бы свободно торговать на территории всей Священной Римской империи, а это принесло бы английской короне огромные выгоды. Выслушав папу, Ричард II и его мать поняли, что брак с богемской принцессой им на самом деле более выгоден, чем на герцогине Миланской. Вот так английский король и посватался к дочери Карла IV, и помолвка была заключена. Анна же, узнав, что жених выбран, и он не просто ее ровесник, но и, по мнению многих, невероятно красив, облегченно вздохнула. Ведь при выборе жениха для девушки ее уровня внешность и возраст учитывались меньше всего, и ее запросто могли выдать замуж за толстого старика, если бы отцу или папе Римскому это было бы так выгодно. Так что абсолютно точно можно сказать, что Анне повезло. А тем временем умер Карл IV. И на чешский трон вошел ее старший брат Вацлав. Так что никакого приданного Анне уже и близко не светило. И самым ценным украшением в ее сундуках была прекрасная корона, выполненная специально для принцессы богемскими ювелирами. Корона была настоящим готическим шедевром для самой настоящей сказочной принцессы. Хоть Анна и не была сказочной, а вполне реальной девушкой, но все же. Это была легкая девичья корона, усыпанная драгоценными камнями, синими сапфирами, необычными розовыми рубинами, молочным жемчугом, алмазами и изумрудами. Дочь императора тогда даже и представить себе не могла, какая судьба ждет эту корону, и что спустя много веков именно она будет считаться старейшей британской короной. Анна собиралась в дорогу в неизвестную страну под названием Англия к незнакомому, очень красивому королю. Была ли она счастлива при этом?
Нет, Анна уже знала, что британские аристократы очень не рады этому браку, да и сам король был очарован другой претенденткой, а ее выбрал лишь потому, что на этом настояла его мать и папа римский. Она даже знала, что король хотел аннулировать помолвку, чтобы жениться на той, другой девушке, но его опять отговорили. Она знала, что она всего лишь путь к свободной торговле англичан на территории Священной Римской империи. Но в целом для них она серая нищенка. Тем более отец ее умер, а брат Вацлав совсем не популярен в Европе. И в 1381 году Анна села на корабль и отправилась на встречу со своим суженым, который не очень-то ее и ждал. Путь по морю занял больше времени, чем предполагалось. Как назло, начались сильные шторма, и Анне пришлось несколько месяцев ждать во Фландрии, пока Ла-Манш успокоится. А еще в дороге и без того слабая здоровьем принцесса постоянно болела. Иногда ей даже казалось, что она никогда не доберется до английских берегов. Но все же, в декабре 1381 года корабль принцессы наконец-то пристал к берегу города Дувр. Кстати, буквально через несколько дней корабль, на котором приплыла Анна, сильным штормом разнесло в щепки. Некоторые увидели в этом плохой знак, а вот другие, наоборот, резюмировали, что судьба принцессу хранит. А потом в Лондоне Анна встретилась с королем. Он действительно был красив, как настоящий рыцарь из старой сказки. Ричард улыбнулся испуганной принцессе и прошептал на ухо: «Ничего не бойся». А бояться ей было чего. Толпа ее приняла враждебно, до такой степени, что срывала развешанные по городу гербы в ее честь. Таким образом, подданные выразили свое несогласие с женитьбой короля на нищенке. А 20 января 1382 года 15-летний Ричард II Плантагенет женился на 15-летней Анне Люксембургской. Анна, конечно, чуть ли не с первого взгляда влюбилась в своего красивого мужа. Ричард был с ней добр, но большую часть своего времени он проводил в компании своих друзей и матери. Анна же первое время оставалась лишь бесцветной тенью на его фоне. Бесцветной, но очень умной. Ведь не стоит забывать, что девушка была дочерью великого дипломата Карла IV. Она быстро оценила расстановку сил при дворе. Лучшим другом Ричарда был некий аристократ Делаполь. Анна не стала с ним соперничать, она с ним подружилась. А еще Анна поняла, какое влияние на короля имеет его мать. И что же, уже вскоре Анна наладила наилучшие отношения со свекровью, и вскоре чешская принцесса стала незаменимой спутницей своего мужа. Ричард же при первом взгляде на будущую жену не испытал ничего. Хрупкая, симпатичная, испуганная Анна не вызывала в нем бури эмоций. Он бы хотел на ее месте видеть совсем другую девушку, и если бы не мать и не папа римский, Ричард бы ни за что не взглянул на богемскую принцессу. Он даже пытался отказаться от этого брака, но политические интересы оказались важнее чувств юного короля. И вот Анна здесь. Они поженились. Девушка была скромной, покладистой, доброй, а еще очень умной. Ричард и сам не заметил, как уже не мог представить своей жизни без нее. Она стала не только его близким другом, но и любимой женщиной. И порой он с ужасом думал, а что, если бы он и вправду выбрал ту, другую, и никогда бы не встретился с Анной. А потом, 7 августа 1385 года, умерла его мать, и любимая жена стала для него целым миром. Более того, молодую королеву Анну, хоть все еще и недолюбливала аристократия, зато очень полюбил простой народ. Брак Ричарда и Анны был очень счастливым, но все-таки было кое-что, что омрачало их жизнь. Отсутствие детей. Шло время, а Анна все не беременела. А ведь положение молодого короля было очень шатким. На английский трон были и другие претенденты.
А влюбленный король, между тем, как правитель, делал ошибку за ошибкой. Трон под ним качался все сильнее и сильнее. А наследника все не было. Так прошло 12 лет. Многие приближенные советовали 28-летнему королю избавиться от бесплодной жены и выбрать новую. Но Ричард и слышать ничего такого не хотел. «Только смерть разлучит нас!» – кричал он. Но король тогда даже и не знал, что смерть уже на пороге. В 1394 году в Лондон пришла эпидемия чумы, и однажды королева Анна почувствовала симптомы этой болезни. Она закрылась в королевской резиденции в Шине. Король же был в отчаянии. Он не знал, чем помочь своей любимой жене. Он был бессилен перед болезнью. Оставалось только молиться, и он молился. А 7 июня смерть их разлучила. Король просто обезумел. Он не знал, как и зачем ему жить дальше. В помешательстве несчастный король приказал полностью снести дворец Шин, в котором она умерла, чтоб камня на камне от него не осталось. Забегая вперед, скажу, что почти 20 лет дворец так и лежал в руинах. Несколько месяцев король не давал похоронить жену, а потом не просто устроил ей пышные похороны, но и когда граф Арундел опоздал на заупокойную мессу, король его сначала ударил, а потом и вовсе приказал на несколько месяцев запереть в Тауэре. Он долго и мучительно переживал смерть жены, и приближенные пришли к выводу, что король повредился рассудком. Ричард, потерявший связь с реальностью, вообще не хотел никого видеть. Он мог целыми днями сидеть, закрывшись в своих покоях, держа в руках корону любимой жены, ту, что она привезла из Праги. А потом, спустя 2 года, королю пришлось жениться опять, ведь ему все еще нужен был наследник, и претенденток, конечно же, нашлось немало. Ричард выбрал принцессу Изабеллу Валуа. И в 1396 году состоялась свадьба 29-летнего Ричарда и 7-летней Изабеллы. Конечно, невеста-ребенок по понятным причинам не могла стать женой Ричарду во всех смыслах. Довершить брак должным образом было решено, когда юная королева войдет в нужный возраст. Но этого не произошло. Спустя 3 года Ричард, последний из династии Плантагенетов, будет свергнут своим родственником, брошен в тюрьму, где и умрет при загадочных обстоятельствах в возрасте 33 лет, пережив свою любимую жену на 6 лет. Его юная супруга Изабелла после смерти мужа вернется во Францию, где вскоре выйдет замуж за герцога Орлеанского, но умрет в возрасте 19 лет родами. Английский трон же займет кузен Ричарда, Генрих IV. Детей у него будет много. Его старшая дочь, принцесса Бланка, получит в наследство от предыдущей королевы Англии, Анны Богемской, прекрасную корону. И если бы не эта старинная реликвия, то, может быть, сегодня никто бы и не вспомнил об этой принцессе. Судьба принцессы Бланки была вполне типичной для Средневековья. В 9 лет ее выдали замуж за пфальцского курфюрста Людвига. И из Англии принцесса уехала в Баварию вместе со всем своим приданным, включая корону королевы Анны. В 14 лет Бланка, или как ее называли Бланш, родила сына. А через 3 года Бланш заболела лихорадкой и в возрасте 17 лет умерла. После себя она оставила сына Руперта, безутешного вдовца, и прекрасную корону. Совпадение или нет, но судьбы 2 женщин, носивших эту корону, удивительно похожи. Ведь Людвиг очень любил свою жену. Он с трудом пережил ее смерть, 8 лет горюя. Потом женился на Матильде Савойской, которая подарила ему 5 детей. Но сын любимой жены, Руперт, которого Людвиг боготворил, умрет в возрасте 19 лет. Эта смерть окончательно добьет курфюрста, и он ненадолго переживет старшего сына. А вот богемская корона королевы Анны пережила всех. По счастливому стечению обстоятельств, оказавшись в Германии,
Она не была уничтожена Кромвелем в XVII веке наряду с остальными регалиями британской монархии. В Баварии все последующие владельцы относились к этой короне крайне бережно. Сегодня она хранится в Мюнхене. Правда, называют ее именем не Анны Богемской, а короной принцессы Бланш. А еще эта корона считается самой старой английской короной. Анна Богемская прожила всего лишь 28 лет. Но все же она была счастлива, ведь в ее жизни было 12 лет настоящей любви. Как мы помним, после себя детей она не оставила, но у ее младшего брата Зигмунта, который, к слову, стал чешским королем и императором Священной Римской империи, будет очень много потомков, среди которых немало интересных персонажей. Но это уже совсем другая история. А вот и Карл IV, припорошенный снегом. И здесь когда-то находился охотничий домик Карла IV, а сейчас здесь отель в лесу возле Карловых Вар. Вот такой красивый отель, и сегодня в этом замке мы переночуем. Здравствуйте, Ваше Величество. А почему яркие тогда не горят Да, факелы. факелы? А каждый номер под каким-то именем. У нас Болеслав Храбрый. Наш номер имени Болеслава Храброго. Ух ты. Сюда. А смотрите, какой вид из окна! Вот машины портят всю красоту. Это одна комната. Вот меньше. Это вторая комната. У вас лучше вид. Нет, нужно выше. У нас вид на машины на Карла IV там внизу. И вот тут везде стоят рыцари. Тут этого нашего не видно. Вот только торчит алебарда, или как это называется. Может, полезно бумагу. Ну, отель, конечно, не самый дешевый, но хороший. Мы за сегодня заплатили чуть больше, около 300 евро за ночь. Ну, не около 300, вру, конечно. Где-то 250, может так. Видите, нам еще рассказывают, кто такой был Болеслав I Храбрый. В номере имени этого человека мы, собственно, живем. Вот он. И вот даже по-русски все написали. Ну, собственно, здесь все дублируется на русский язык. Не забываем, что мы в Карловых Варах. Ну, еще и душ с туалетом. И в проживание включена завтрак и ужин. Так. Ох уж этот дубайский шоколад. Правда, наш дубайский шоколад сделан девушками из Харькова. Но от этого он не перестал быть дубайским. Ломай. Охуешки. А вот и рыцарь, который виден из нашего окна.
Ну, мы едем в магазин купить антифриз. А потом вернемся сюда на ужин, который у нас в цене. А потом поедем в Карловы Вары. Ну да, Мария Терезия. Тут мы... А вот представьте себе, если бы здесь не стояли эти автомобили. Всю картину портят. Но зато есть где запарковать машину. Пока едем в магазин, мы. Почему мы заехали в рождественский дом, в Анучный дом по-чешски? Мы каждый год там покупаем игрушку на елку. У нас уже целая коллекция. И я забыла показать, какую купили. Так вот, я здесь ее приложу. Вот такую мышечку мы купили в этот раз в Карловых Варах, в рождественском доме. Ну, а пока мы спешим за антифризом, нам срочно машину его надо, как оказалось. Вот. А уже увидимся в замке на ужине. Мы вам покажем, чем королей, чем кормят. Вот. И потом пойдем прогуляемся по Карловым Варам. Видите, рыцари здесь везде охраняют нас. А вечером замок красиво подсвечен. Людей, кстати, много. Машину только что даже с трудом нашли, где поставить. Потому что все парковочные места заняты. Ну, вот еще тут есть. Так что это место, конечно, пользуется спросом. Мы здесь были летом, здесь было очень красиво. Вот сейчас приехали в рождественские дни. Здесь очень красиво, здесь снег. Вокруг здесь горы, Крушные горы. Ну, в общем, мы на границе с Германией находимся. Очень красиво. В Праге еще снегом даже не пахло. И здесь очень красивая таверна. Вот она, на первом этаже. Ну, как красивая. Средневековая. И вот тут наверху, я не знаю, если видно, там, где такие дорогие люстры красивые, там завтраки проходят. Почему-то не горят вот эти два фонаря. Они таким красным цветом должны гореть. Вот эти, вот эти два фонаря, они горели. Ну, сейчас их почему-то не включили. Но когда горит красным, очень красиво смотрится. Все. Там Сватополк живет, да? Мы идем на ужин. Посмотрим, чем королей почуют здесь. Надо. Я смотрю, что здесь корчма. Фердинанда Пато. Ну, а может не в корчму нам? Куда нам просто идти? Долго. Да? Смотри, все. Так все, может, уже... Может, каких-то ужина нет. В общем, кормят здесь как на убой. И кнедлики, и мясо, много видов. Одни немцы в отеле. Ну, и чехов немножко. Вот так вот. Голодными вас здесь не оставят, если приедете. Выбор еды очень большой. Не стала там снимать, вокруг шведского стола не бегала. Ну, ужин хороший. Вот кто отдыхал здесь. А говорит, Гагарин. Я читаю. Гагарин здесь не отдыхал. Вот этот человек. Все, мы поужинали и идем, да, и идем в Карловы Вары. Вернее, не идем, конечно, а едем. А вообще, это место рекомендую всем, кто приезжает в Карловы Вары, но только своей машиной. Потому что Карл IV, это за Карловыми Варами. То есть пешком вы не дойдете, нужно брать только машину. Но, смотрите, цена больше 200 евро, не помню, где-то 250 мы заплатили. Но на ужин кормят на убой. То есть так бы мы пошли где-то сейчас ужинать в Варах, а в Варах цены не детские. А так мы уже поужинали. Сейчас идем гулять по городу. Вот, народа, конечно, очень много здесь отдыхает. Вокруг красота, природа просто невероятная.
Причем, смотрите, вот это окна светятся, это где нас кормили, столовая. И мы поели и пошли, а народ сидит, не расходится, потому что сидеть можно до 8 часов вечера, а еды там очень много. Видимо, люди ждут, когда чуть утрамбуется, чтобы опять приступить. Ладно, а мы едем гулять в Карловы Вары. Итак, первая ярмарка перед термалом. Где все? Она закрыта. Где все? А сколько времени, кстати? 8. Да, какие вы? Еще нет 8 часов. Но елочка высокая. Это красивее, чем в Лондоне. Мы сейчас смотрели видео, ну, все увидели, какую в Лондоне елку. Да, смотрите, как они здесь адвентный венок этот сделали. Вот, 2 свечки горит, завтра 3 будет гореть. Вот такая карловарская елка. Да, сегодня 14 декабря. Не через неделю Рождество, а через 10 дней. Через 10 дней Рождество. Ну, в Чехии оно 24-го, подарки дарят люди друг другу. В Германии 25-го, у нас 24-го. Такие игрушки большие, шары. Так, вот такая вот елочка здесь. Странно, они так быстро закрыли ярмарку. Нечего праздновать. Да, и мы все смотрели, что, как он говорил, что самый главный город рождественских ярмарок в этом году Брно. Европейских. Да. Кстати, видела. Почему так бездушно поставили елки? Вот их могли огоньками украсть. Вот стоят. Думаю, что продают? Не, особенно вот это лысая продают. Украсть. Их нужно было украсть хоть огоньками. И уже было бы и красивее смотрелось бы. Но ярмарка выглядит пустоватенько. Вообще. Я думаю, все уехали в Дрезден. В Дрездене яблоку негде упасть, а здесь, пожалуйста. Может, с форжачка выпьем, а? Или давай дальше сходим, да. Видите, здесь можно посмотреть фильмы для туристов 15 минут о Карловых Варах и регионе. Русский язык слышится отовсюду. Ну и вот она, знаменитая история. Мы идем бухать? Да. Источник Карла IV, 64 градуса. Народ себе покупает чашечку, а мы по-рабоче-крестьянски вот с этих, с пластиковых бутылок. А вообще, конечно, какие пустые Карловы Вары. Я была уверена, здесь будет больше людей. Ну, и либо мы поздно приехали. Ну, как поздно? Ну, мы около 8 пошли гулять. Ну, людей мало. В Праге сейчас не протолкнуться. Вот мы были в Дрездене на прошлой неделе, там просто яблоку негде упасть. Ну, я подозреваю, что многие жители Карловых Вар уехали в Дрезден. На выходные в Дрездене одни чешские машины. А здесь никого. Мы год назад, это, кстати, храпит Мишенька у меня на руках. Год назад, в это время мы были тоже в Карловых Варах. Я видео выкладывала. Жили в Гранд-отель Пуп. Кстати, очень такой с исторической точки зрения. Очень интересное место. Как отель, ну, неплохой отель. Есть там какие-то свои нарекания к нему. Но просто, когда останавливаешься в отеле Пуп, все равно, что жить в истории. Вот поэтому очень всем рекомендую, кто будет в Варах, отель Пуп.
Вот. Год назад тоже как-то, мне кажется, было не сильно много людей вечером в Карловых Варах. А сейчас так я еще сначала удивилась, думаю, что ярмарка закрыта. Ну, не ярмарка, ну, вот это, перед термалом там этих несколько ларечков. И здесь, в Праге, сейчас аншлаг. Вот. Ну, в Варах почему-то нет. И хорошо. Как-то в толпе толкаться такое себе занятие. Так, приближаемся к Гранд-отелю Пуп. Ну, вообще, из всех вар, не знаю, если так можно говорить, ну, я об отелях. Пуп и вот этот Лужец, где мы сейчас остановились, пожалуй, мне нравится больше всего. Вот. Пуп своей легендарностью, своей исторической ценностью. А Лужец — красивый замочек в лесу, за городом, шикарный воздух там, тишина, горы. Красиво там очень. Ну, а это все-таки Гранд-отель Пуп. Легенда. У меня впечатление, что кондитерская Пуп закрыта, что ли? Ну, там темнота. Или это занавески на окнах. Наверное, занавески. Обратите внимание, Гранд-отель Пуп изменил. Вот мы год назад фотографировали. Угу. Было больше ретро такое. Да, это не как. Приводнилось. Приводнилось. И все ходят, вчитываются в имена. Ну да, я каждый раз снимаю. Вот Петр Первый. У меня посолидней. Влада нашла Антонио Бандерас, а я Петра Первого. Закрыто. Что-то Карловы Вары ложатся спать слишком рано. Да. В Праге сейчас вся жизнь только начинается. Ночная, вечерняя. Да, закрыто. Вообще. Бар «Голубая устрица», а не город. Все. Да, до 7 часов они работают. Но что-то мне казалось, либо я думаю, что они раньше дольше работали, либо мы не обращали внимания. Потому что мы когда останавливались последний раз в Пуп, мы были в другом ресторане. Сюда мы в кофейню не заходили. А вот ресторан открыт. Вот в этот ресторан. Да, мы здесь были. Поэтому даже не обратили внимания. И никого. Все внутри. Да, все внутри. Такая красивая елочка с оленем. И какой красивый отель. А что с вами болит? Просто она была здесь, а теперь ушла туда. В чешском языке есть выражение «хципл пес», то есть «сдохла собака». Это говорят, когда абсолютно пусто в городе. Мы не понимаем, мы шли это обсуждали, почему умерла собака, сдохла, вернее, да, какое к этому имеет отношение. Но Чуть тепло. в Карловых Варах «хципл пес». Вот такие редкие группки ходят. «Хципл пес». В Праге он не хципл. В Праге вообще нет. В Праге, Развели. да, в Праге нас, конечно, толпы сейчас. Вот, смотрите, хципл пес. О, какой здесь выбор. Смотрите, есть рождественский пунш с
старочешская медовуха, вишневое горячее вино, белое горячее вино, черничное горячее вино. Там девушка вытирает, я не вижу. Прикольно. Я сейчас попробую вишневое. Да, ну ярмарка, конечно, безлюдная. Смотрите, сразу нашли. Выбираемся столик. В Праге попробуй, оккупируй хоть один. В Дрездене вообще без шансов. Под проливным дождем мест на улице не было на ярмарке, чтобы встать вот так вот за столиком. Здесь, какие хорошенькие стаканчики. Так, у меня вишневый, у тебя эти какой? Борувку. Черничный, а у Влада медовина. А това медовина попала. Ну все. Ой, Миша чихает. Все, едем мы в наш замок. Да, Миша, да. Чихни, Миша. Все. Возвращаемся мы в наш замок. Да, здесь умерла собака, ципнул пес. Возвращаемся в замок. Завтра покажем вам, что будет дальше. Как красиво. Такие ели в снегу. И вот молодой человек нас охранять будет всю ночь. Все. Пойдем мы спать. Утром увидимся. Ой! Кстати, в замке есть свой собственный источник. И вот что здесь пишут. Что вода – это жизнь. И лужицкая природная питьевая родниковая вода имеет сбалансированный химический состав и неповторимый чистый вкус. Вот. И здесь, прям в самом замке, внизу, есть источник, есть спа. Влада вчера была в спа. Видео сейчас приложу. Она у нас была специальным корреспондентом по спа. И вот какой лес здесь. Какой воздух чистый. Ай-яй-яй. Как красиво. Ой, и тут тоже охранник стоит у нас. Вот красота. Смотрите, здесь скамеечки какие. Красиво. Там батюшка освещает машину. У чехов такое не принято, кстати. Очень красивое место. Ну все. Мы возвращаемся в Прагу. Топаем пешком. Идем пешком. Спасибо, что были с нами.
и будете в дальнейшем. Вот, мальчики у меня так. Увидимся. Увидимся скоро опять. Пока.